Всем привет и добро пожаловать на мое второе видео на русском. В этом видео я хочу рассказать вам немного о моем изучении русского языка и да, вот и все. Но сначала я хочу сказать спасибо за вам, потому что они написали мне много комментариев на мое первое видео, и это было очень хорошо. Это произношение очень трудно для меня. Хорошо, да. Это хорошо, да. Хорошо. И комментарии, да, и я тоже старался ответить эти комментарии, но это тоже было немного трудно, потому что я не знаю все слов и так. Но я использовал? Да, я использовал Google переводчик. Да, вы понимаете, и все было хорошо. Но там тоже было много вопросов, например, почему ты выбрал русский? Почему ты изучал русский язык? И как можно говорить по-русски за 3 месяца? И 3 месяца. И вы знаете, сегодня исполнится 4 месяца, как я начал изучать русский язык. И это... Ура! Очень хорошо. Мне сильно нравится эти, как сказать, считаться дни, не знаю. Ну, так, забыть, не знаю, как сказать это. Но я хочу сказать об этом изучении русского языка. Там был комментарий, я думаю, это был Александр, и он написал мне, я учу английский язык 20 лет, и мой уровень английского языка так же, как твой уровень русский язык. И я изучал 20 лет английский, ты изучал 3 месяца русский. Как возможно это так же со мной? Да. Но мне надо сказать, я даже знаю это вещи, да, потому что я знаю немного непальский. Это язык, которым люди говорят в Непале. Это страна возле Индии, как сказать, к северу Индии, да. И я изучал непальский язык около 18 лет. Но в данный момент, и когда я сделал мое первое видео, мой русский язык лучше за 3 месяца, как мой непальский язык за 18 лет. Как это возможно? Ну, я думаю, это возможно, потому что когда я начал изучать непальский, это было 18 лет назад, но сколько часов, сколько времени я реально изучал этот язык? Я думаю, это может быть 200 или 300 часов. Это число очень трудно для меня. 200 или 300 часов в течение 18 лет. Но если я думаю об моем изучении русского языка, я изучал 3 месяца, и если, может быть, я изучал 2, 3, даже 4 часов
в день, и это значит много часов в месяца, и всего за 3 месяца это такой же 300 или... Да, это... Да, вы понимаете, потому что число очень трудно для меня, но я хочу сказать, в течение 18 лет я изучал так же много, может быть, непальский, как я изучал русский за 3 месяца. И по этой причине я могу говорить по-русски. Да, но это мне, как сказать, мне надо практиковать больше, если я хочу говорить больше, потому что в данный момент я могу только говорить о простые, легкие вещи, и если я хочу сказать что-то интересное и, может быть, более сложно, это трудно, это очень трудно. Но каждый день я читаю, я изучаю, я говорю, и может быть один день я тоже могу говорить свободно на русском. Да. Что еще? Не знаю. Я думаю, это два темы, это как сказать, мне все равно. Очень трудно. Я не могу сказать. Это моя кожа, и вода приходит, потому что я не могу сказать это слово. Это тепло в этом комнате, и другая комната есть моя собака, и он хочет пойти на улицу, и я думаю, мне надо перестать делать это видео, и мне жаль, или как сказать, это нехорошо. Я хочу говорить, потому что если я говорю, поэтому я тоже могу выучить. Но один вещь еще я хочу рассказать вам. У меня есть это приложение на мой телефон. Это приложение называется HelloTalk. И в HelloTalk я могу поговорить с другими людьми. И если у вас есть это приложение, Mistä me voidaan taas jutella? Kyllä tää niinku sanat loppuu tässä vaiheessa kesken, kyllä se niin vaan on. мы тоже могу поговорим на это приложение, или как сказать, не знаю. Я очень уставший после сколько? Около 9 минут видео. Хорошо. Спасибо за смотреть, или что-то, не знаю, как сказать это. И если я хочу, если вы хотите смотреть мое следующее видео, на этом видео я собираюсь говорить об моем изучении еще раз. Почему я изучал русский язык? Это на мой следующее видео. Да. Спасибо за вам и спокойной ночи или доброе утро, я не знаю. Но я скоро нет.
собака, Я на улице. и потом мы спим. Я хочу спать. До скорого.